Всем привет, с вами Картавый Киберспорт в новом интервью-формате. Как вы могли узнать, у меня на коленях сидит Семен, и сейчас мы будем брать у него интервью. Хотя, если без шуток, это всего лишь навсего чучело енота, поэтому мы отложим его в сторону и возьмем интервью совершенно у другого зверя. На самом деле рядом со мной сейчас сидит совершенно другой зверь, зверь, который пришел в Вегас-Сквадрон, сказал: парни, мы хотим поехать на минор, и парни едут на минор. Это капитан нашей самой любимой команды Заяц. Привет, я очень рад тебя видеть и наконец-то с тобой познакомиться. Привет, всем привет. Я думаю, что нашим зрителям, тем, скажем так, 3 людям, которые это посмотрят, тоже будет интересно узнать о тебе немного больше, и не только о тебе, но и о том, как вообще на киргизской земле растут такие дота-таланты. Скажи, ты вообще хорошо учился в школе? В школе учился так себе, если честно. Я часто пропускал уроки, не знаю, из-за той же доты. А в плане киберспорта в Кыргызстане, в плане доты у нас очень много игроков. У нас это самая популярная игра в стране. И часто школьники, такие как я, пропадали в клубах, потому что у нас клубы везде и вся. Они очень распространены у нас. И вот. Да, кстати, например, в Казахстане популярнее всего CSGO, мы знаем. Как ты считаешь, почему в Кыргызстане именно Dota? То есть у вас в CSGO в клубах не играют? Мне кажется, просто у нас Dota в свое время были неплохие команды, которые там участвовали на различных турнирах по Warcraft, в Dota 1. И это пошла такая популяризация. У нас была более-менее реальная команда, там, она участвовала на ОСПЛ, в Казахстан ездила, играла там с Нави, с Moscow 5, да, вроде. И пошла какая-то популяризация, и все смотрели, тоже болели за наших. А насчет клубов в Кыргызстане проблемы с домашним интернетом или просто все там школьники сбегают с занятий Не знаю, в плане клубов у нас может из-за того, что не все могут себе позволить купить компьютер, и из-за этого до сих пор есть такая нужда, для тех людей, кто не может посидеть дома за своим компьютером, и из-за этого получается так, что у нас клубы очень популярны. Там каждые 2 месяца, 2-3 месяца открываются большие клубы по 200 компьютеров. И, реально, и устраивают турниры, там, LAN-турниры у нас. Это круто. А у тебя во сколько появился свой компьютер? Год назад, как получил деньги с ВСГ. То есть получается, что ты в свое время, когда попробовал там еще играть в первую доту, ты делал это исключительно в клубах? Да, исключительно. У меня стоял дома компьютер, но он настолько слабый и негоден для игры, что я не мог играть дома. Да, так зачастую всегда играли с клубов, особенно ночью, на ночь садились очень часто. Потому что все турниры проходят по европейскому времени, а у нас это, турнир в 10 ночи начинается. А ты его играешь там часа 4 минимум, если сразу не вылетишь. Из-за этого всегда приходилось оставаться на ночь. То есть это получается там... сколько тебе было, когда ты играл вот такие простейшие там турнирчики? 14-15 лет? И ты при этом уходил на ночь в клуб клубиться? Прям жестко. Вообще, ходить в клубы я начал, помню, это в классе 8. Это когда мне дали 100% карточку в одном из клубов, потому что я стал организатором турниров по Dota 2. И я прям начал сильно зависать. Так как до этого у меня не было денег, чтобы так много сидеть, и появилась возможность, я прям начал сильно. Там ночами, неделями уходил из дома, там сидел в клубах, играл. Это прям темное время в моей жизни. Не делайте так, дети. Ходите в школу, хорошо учитесь. И вообще лучше закройте это видео. Заяц рассказывает очень плохие вещи, их нельзя показывать людям младше 18.
Ну, для тех, кто еще продолжил это смотреть, ты, помнится, упоминал, что у тебя были какие-то очень веселые истории, связанные с клубами и с лан-турнирами. Давай, где поменьше крови. Не знаю, самое, наверное, так сказать, жесткая история, это, я помню, я рекорд ставил, ну, лично для себя, и в кругу моих друзей 27 дней, помню, ночевал в клубе, ну, не ходил домой, чисто так. Это прям жестко. Там еще курящий зал был, ты просыпаешься, вдыхаешь, а там... И покурил, в принципе, уже больше не надо. Ну да. То есть, а скажи, вот из вот этих вот клубов, когда нам еще ждать новых зайцев, потому что все-таки, ну, будем честны, MVP и Revolution, они каких-то вот действительно, скажем так, серьезных успехов, ну, все-таки не добились, то есть хотя бы какой-то серьезной борьбы на серьезных квалификациях. Это исключительно из-за того, что вот не было ресурсов, хотя вроде были ресурсы MVP, или все-таки немного не хватает класса игрокам из вашей страны? Не, мне кажется, у нас основная проблема была, я помню еще до MVP, когда у нас не было организации, никакой помощи, у нас была основная проблема, ну, это дисциплина. Мы там не могли нормально собраться, там, ну, сыграть там 4 тренировочные игры в день и все. И эта дисциплина, она очень мешает, потому что ты из-за этого там кто-то проспит, это то очень много теряешь времени. И я думал, что когда мы приедем в Корею, они нам дают условия, и должна быть, по сути, дисциплина. Ну, как можно проспать и так далее, когда ты живешь в комнате, ну, вместе в одной. Еще был второй фактор, ну, это внешние проблемы, там, кто-то, девушка, родители. А тут мы в Корее, там, зарплата и все нормально. Но по итогу мы как-то несерьезно отнеслись, мне кажется, к данным нам условиям. И никакой разницы между тем, как мы играли без условий и с условиями, особо не было, в плане прогресса команды. Из-за этого мы долго прогрессировали и как-то потом просто настигла какой-то тильт, что ли. Минус мораль, мы там уже начали всем проигрывать, и уже пошло не так. Да. Вы жили в том самом командном доме MVP. С вами, я так понимаю, в одном доме где-то там на других этажах жили старкрафтеры, это так? Да, там был большой комплекс, большая этажка, там 24 этажа, там несколько таких комплексов. И там около 10 квартир было. И вот в одной жили мы и еще второй состав Hot Six. И там вот так, по разным этажам они жили. Ну, там, да, квартир где-то 10, там, кейсеры, хотсеры, Overwatch и так далее. Ну, старкрафтеров я просто особо там не ходил, не знакомился. Только с CSGO, потому что у них столовая в их квартире. Да, а в Hot Six тогда играли ребята такие не очень известные, потому что все вот из Феникс там разъехались по разным. Большинство игроков, там только вроде один Рейзен оставался, который до этого участвовал. Ну, там ездил на Старладере и так далее. И все, остальные тогда молодые игроки были. А вот какие у тебя вообще остались главные впечатления от Кореи, если отбросить доту? Вам куда-то удавалось выбраться? Какой вообще там менталитет у людей? Как-то Сама Корея оставляет, по мне, так, одни из самых хороших, добрых впечатлений, потому что там люди очень вежливые, и там общий уровень жизни хороший, из-за этого, как чисто и так далее. В общем, хороший, мы там съездили в пару мест, там попробовали там, это океанскую еду, морепродукты, прям вот именно моллюски, не моллюски и так далее. И мы, помню, еще на гору в Сеуле ездили. Там гора в центре города, что-то типа такого. Вообще очень хорошие и добрые впечатления после Кореи. А родители сильно беспокоились отпускать тебя так далеко? Ты говорил, что вот они понимающие. В Корее уже на тот момент это было довольно легко. В плане уже там родители уже сами понимали, что там сын играет, и я им говорил, что рано или поздно я там буду выезжать и так далее. Они были уже подготовлены, так что все было окей. А вот когда ты пошел учиться на юриста, это ты сам пошел или ты спросил у родителей, на кого мне пойти учиться, или родители сами тебя заставили? Это, как мне кажется, было мое решение, но
с навязанным мнением родителей. Ну, такое бывает же. Может, на юриста? Ну, да, может, на юриста. Вроде сам решил, а вроде тебе навязали. И как тебе... Я понимаю, что тебе хотелось быть игроком, но вот сама учеба, если отвлечься от этого, в принципе, нравилась? Уже не школа, или ты там тоже прогуливал? Первый семестр, я помню, прям на отличника шел, прям, намеренно, но что-то потом сломался. Потом не смог, и обратно начал играть в доту усердно. Но учеба меня что-то не понравилась, но она мне не завлекла никакой. Не знаю, мне просто не было интересно. То есть, если, скажем, я тебе, конечно, желаю, естественно, успехов на про-сцене, но вот если, скажем, тебе там по каким-то причинам придется вернуться к нормальной жизни, ты сменишь профессию, попытаешься на кого-то другого, раз тебе не интересно Придется, это. да, скорее всего. Но я еще не решил. Я стараюсь не думать о плохом. А вот, допустим, еще во времена NL5, я думаю, действительно были сомнения, там, сможешь ли ты как-то развиться и так далее. Вот какие ты себе рамки ставил, что вот если до там такого-то срока я не попаду в серьезную организацию, ты ставил себе вот какие-то такие рамки, когда я вернусь к обычной жизни? Не знаю, если честно, я для себя ставил рамки, из разряда поиграю годика 2, а там будет видно, как я... Вот даже именно не от успеха, а вот по моим ощущениям. Мое ли это, могу ли я так продолжать, потому что это довольно стрессовая игра, и ты должен, импровиться. Если я не чувствую импрува, вот этого прогресса, когда ты понимаешь, там 2-3 месяца назад я играл слабо, и я реально не знал там некоторых вещей, а сейчас я реально, вот этого чувства все время не будет, тогда и смысла нет играть. Но оно меня не покидало, я всегда чувствовал, что я прогрессирую и узнаю много новых вещей. А в плане рамок, я помню, когда ушел после первого курса, с учебы, у меня я у отца упросил, чтобы я ушел с колледжа, взял академ на год. Я для отца сказал, академ на год, подумай, отдохну, для него это было, ладно, сынок, нужен отдых, 1 год даю. Но для меня это был как шанс, надо за год достичь, чтобы, как родители все-таки немного смягчили давление и так далее, чтобы они дали мне шанс, чтобы я мог поиграться. И из-за этого тот год я прям старался, и, просто я не люблю, когда тебя сдерживают рамки, что-то ты думаешь не об игре, не о том, что надо, а вот ты думаешь, не облажаться и так далее, чтобы пройти дальше. И вот как раз это был год, когда NL5, а потом уже подъехала Корея. Не, это... Это еще раньше было? Да, это еще было раньше. Я потом... я там просто лето провел в ЕПГ, в Москву, месяца 2 поиграл, 2-3 месяца, и потом обратно вернулся к NL5. Да. Вот, кстати, хорошая история. Почему не получилось в ЕПГ? Вот опять же, ты выбрался в команду, вроде с организацией, вроде с хорошим пингом. Да. Что не получилось? Не знаю, я тогда... Не знаю, я был, если честно, молод очень. И я смотрел на какие-то факторы, хотел играть с друзьями, решил. Я не смог играть слишком с другими людьми и так далее, с характерами. И я считаю, что я в тот момент был слишком молод, чтобы сдерживать какие-то эмоции и так далее. Из-за этого я захотел в один момент просто играть с друзьями и все. Сейчас, когда тебя пригласили в Вегу, мне по секрету сказали, что ты сначала подумал, что это какой-то пранк. Это так было? Что-то типа из-за разряда. Я подумал, прикольно, что. Надеюсь, что меня не обманули, потом чекал, может это подшучивает так, хейтеры. Вот. Но когда ты оказался в Тимхаусе с уже людьми, каждый из которых уже был на Valve-ивентах, кто-то был на нескольких интернешналах. Во-первых, как ты к этому отнесся, а во-вторых, считаешь ли ты, что ты сейчас уже перерос то ощущение, которое у тебя было в ЕПГ, что сейчас ты уже готов по-настоящему играть в команде, которая борется за эти Valve-ивенты? И сейчас я считаю, что я подхожу к своему, так сказать, не знаю,
пику, то, что я перешел в тот момент из любительского игрока в профессионального, и сейчас я довольно сильно уверен в себе, что я могу показать хорошую игру, что я на том же уровне, что и все профессиональные игроки, участвующие на Valve ивентах. Но вот с ребятами, вот как тебе, ты приехал, и ты говоришь Сергею Брагину, что ему надо делать по игре. Если честно, это, ну как, это да, конечно, звучит, что, ну, потому что год реально очень, ну, опытный игрок, сколько играет в доту, участвующий на турнирах, не просто там игрок, а он там выигрывающий, да, там занимающий хорошие места, но все же просто в доте нужно командные действия. Ты не можешь как бы приводить, ну, надо всегда действовать командно. И просто иногда надо людям указывать на это, ну, говорить, что надо делать. И, возможно, это даже неправильно, но это будет намного лучше, когда вы делаете что-то, но слаженно. Вот. Ну, как-то так. Из-за этого я считаю, что ну, не всегда вот этот опыт нуждается. Ну, потому что очень потом будет много мнений, там, кто-то с кем-то не будет соглашаться, и тогда это уже не будет команда. Опять же, я думаю, что в командах киргизских твоих у вас никогда не было тренера. Не, у нас был тренер, он помогал мне лично с этими, ну, с какими-то стратегиями и так далее, мы с ним обсуждали. Но он еще был у нас больше как, ну, как... Менеджер. Нет, не менеджер, а вот как, ну, решение вот этих ссор, чтобы не было там... Да, вот что-то из такого разряда. Больше как психолог тоже там. Ну, что мы как все друзья, там, что он знает нас, знает подход к нам, там, кому как это сказать там, и так далее. Да. Ну вот как ты можешь описать, что команде дает Кипс и насколько велик ее импакт сейчас в игру команды? Ну, вообще Кипс очень... Ну, я еще помню, с Трусайта смотрел, думал, ну, ничего себе, ну, там, как она переживает именно. Она не просто там... Ну, она реально как будто сама играет в данный момент и реально переживает за команду, за все проигрыши и выигрыши. Насчет импакта, мне кажется, она дает очень, ну, сильную поддержку. В плане, это, ну, уже не говоря там аналитики и статистики, там можно выходить уже, что она помогает нам в макроигре, как бы перемещаться по карте и так далее. Конечно, ну, она не всегда права, но мы как раз обсуждаем это, что и как, где и лучше. Но есть такое, что вы вот берете ее наработки и действительно как-то переносите в игру, несмотря на то, что... Ну она зачастую старается, ну как, она зачастую старается дать свою идею, она не, ну, не сильно навязывает, чтобы как бы не мешать нам. Но она старается подавать нам идею, но по-любому последнее решение, ну, принимаем мы как бы. Ну, Расскажи, тебе уже ты до игры там вот в ЕПГ, в Веге, ты часто бывал в Москве? не, это, ну, вообще я за свою жизнь, ну, был максимум в Алма-Ате, там, в Казахстан ездил. А все мои вообще перелеты, какие-то путешествия, это только через доту, ну, на турниры там и так далее. Да. Ну, где ты уже успел побывать в Москве и как у тебя вообще впечатления? Ну, если честно, я типичный кибертурист, особо так, приезжая на турниры или на буткемп, особо не уходил еще никуда. То есть ты не был на Красной площади? Не, кстати, был один раз, я помню, с сумками в прошлом году, когда приезжал на ГСЛ на турнир. Мы так чисто с сумками прошлись, и ну, там особо хороших впечатлений не было, потому что такой уставший после прилета, еще и с сумкой тащит. Да. А вот про турниры, кстати, ты говорил, что Фареф, который помог вам в свое время попасть в MVP, такой очень простой, позитивный человек. Вот с кем еще из не СНГ игроков тебе удавалось сталкиваться, поговорить, и какие впечатления у тебя от них оставались? Или ты все-таки в основном с СНГ игроками говорил? Не знаю, ну прям... У меня английский, если честно, не особо такой. Ну, а когда он у тебя не особо такой, ты его стесняешься. А как вы тогда с Фаревом договорились? Ну вот и говорю, что он, ну как, мы так ну, легко как-то, он сам еще потом к нам подходил, говорил, что мы хорошо играем, ну как, проложил, так сказать, путь, что там, я такой же простой. Ну, из-за этого мы говорим, что он как бы так просто отнесся, мы с ним из-за этого так легко заобщались и так далее.
А с другими игроками, ну, я там максимум там фоточку, селфи сделать и все. Ну и напоследок какие-то приветы. Ну, не знаю, хотел бы передать привет всем друзьям, фанатам Веги, ну, чушь. И поблагодарить наших спонсоров MSI, Cyberspace и DX Racer.